Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Путин снова всех пугает ядерным оружием. КНДР кидает войска в Украину. И кто может готовить дворцовый период в Кремле? Об этом не только говорим сегодня с ведущим Ходорковский лайв Сергеем Асланяном. Сергей, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Перед тем, как мы начнем наше с вами общение, мы здесь сначала обращаемся к нашей с вами аудитории, просим поставить этому видео лайк, наперед, если не понравится, в конце забирайте. Также напишите прямо сейчас, откуда вы нас смотрите, ваш город, ваша страна. Нам очень интересна география нашей с вами аудитории. И подпишитесь на наш YouTube-канал, потому что только так те месседжи, которые мы прямо сейчас будем обсуждать, их услышит как можно больше людей. И, Сергей, предлагаю начать с того, что наговорил диктатор на этой неделе. Путин заявил о том, что будут пуски баллистических и крылатых ракет в рамках обучения по применению ядерного оружия в России. Сергей, вопрос к вам. Для чего Путин снова достал свое ядерное оружие? Кого он хочет напугать этим? И основной посыл этих учений в вашем понимании, в вашей трактовке? Это уже который раз он собирает людей, чтобы на письменном столе выиграть войну. Там какой-то 18-й, 19-й. И каждый раз у него на самом деле одно и то же, потому что новостей-то никаких нет. А все-таки привлечение внимания к себе очень важно. Это такой вариант диктатора-нарцисса, которому во что бы то ни стало подношение свежих цветов и отрубленных голов полагается в обязательном порядке. Вот тут получается, что на самом-то деле о чем говорят в связи с Путиным? Вот в прошлый раз была более-менее волна, которая касалась БРИКС, но так получилось, что его не очень похвалили. Потом опять затишье информационное. Вот что можно еще сказать о Путине? На медведе не катается, со стерхами на перегонки никак. За амфорами давно уже не заныривал, на 3 желтых калинах не катался. Ну что еще? Ну вот как так? Все-таки человек номер 1 на планете Земля. Ну, значит, опять ядерные тренировки, тем более мы тут что-то отрабатываем, теперь уже в условиях реальных пусков. То есть сейчас действительно полетят у него какие-то куда-то ракеты, и все вокруг на местах примут правильные решения. И вот смотрите, как у меня это шикарно получится. Да, мы уже посмотрели. Здесь чем чаще он кричит «волки», тем менее страшно получается всем. Ведь если 2 года тому назад говорили, вы знаете, если сейчас мы этого медведя из берлоги все-таки как-то палками выведем, он же точно будет огрызаться и швырнет нас чем-то очень таким ядовито страшным. Все погибнем. А сейчас это уже настолько стало проходящим. Что у нас сегодня на ужин? У нас сегодня жареные колбаски с картошкой. А потом Путин в новостях опять что-то про ядерную угрозу. И вот теперь уже по мере того, как Путин нагнетает, весь остальной мир начинает, во-первых, привыкать. Ну, смотрите, Путин опять с ядерной кнопкой. Ну, вот опять Путин, опять, да. А во-вторых, это неизбежно. Везде так или иначе требуются какие-то объяснения. Вот когда в нас прилетит в Хандехо Хаусвайс, там что делать? А вот у нас тут Парлево Франца, если на нас свалится, вот у нас как быть? И все объясняют. Вы знаете, ну, во-первых, это все-таки ядерное оружие, которое, планету точно не расколет. Конечно, неприятно, если своими глазами увидел, считай, что погиб, но погиб мгновенно. Вообще-то радиус небольшой. Ну, там, да, ударная волна, там альфа-излучение, конечно, там еще будет вспышка. В общем, конечно, это так или иначе разрушительно, но город сразу целиком, точно не сложится. И вообще, в принципе, ничего такого в этом нет. И вот по мере того, как Путин берется выиграть войну за письменным столом, вот точно так же уже подистрепались объясняющие, что ничего страшного не будет, и все начинают верить. И говорят, Путин, кажется, это будет какая-то там бомбардировка, но она, во-первых, не страшная, во-вторых, не смертельная, в-третьих, нас точно не коснется, в-четвертых, не настолько разрушительная. Когда Путин в 25-й раз скажет, что вот теперь мы опять что-то там отработали, что-то куда-то полетело, точно взорвалось, как-то почешутся, конечно. Скажут, что у нас сегодня? У русских опять что-то ядерное. И вообще неинтересно. А у Путина других аргументов нет. Войну выиграть он не может, серьезных утечек никаких любопытных нет, разве что вот его бегуны сейчас опростоволосились, минус, как минимум 4 перспективных губернатора будущих регионов, потому что все-таки его личные охранники, которые рассекретили
очень важный, очень таинственный объект уже, естественно, не получит повышения по службе. Ну, может быть, даже их уже пристрелили где-нибудь в подвале, туда ему дорога. Все, больше ничего интересного. Остается валять ядерного дурака. Сергей, также министр обороны России Белоусов заявил следующее, что ВС РФ тренируется нанести массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника. Тут отдельно интересно, кто будет этим противником. Но вопрос не об этом. Мы сейчас предлагаю посмотреть одно интересное видео и перейдем к обсуждению с вами. Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака. Боевой курс 320. Есть БП-26. Есть КП-1. Есть БП-25. До старта 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Есть старт ракеты. Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8. Сергей, вы точно из тех людей знают историю мрачной России, знают, как там все устроено. Вот как бы вы с технической точки зрения оценили ядерный потенциал России и в реальной жизни действительно ли Россия может запустить ракету или там уже все сгнило? Знаете, вот как обычно те же самые северные корейцы, которые изображают сытую жизнь при социализме под яркой звездой Кима, не знают, как выглядит счастье, поэтому имитируют его очень далеко от близкого текста и от оригинала. То есть перевести смогли, а как оно на самом деле играется, даже актеры не знают. В Голливуде смотрели, не получается. Поэтому, когда Россия, например, пытается грозно предъявить всем свой ядерный щит и показывает вот подобные кадры Министерства обороны, она же не понимает, как это смотрится со стороны. Нам показали только что в сумасшедшем доме людей в одинаковых постельных пижамках с номерками на груди, инвентарными, которые играют в войнушку. То есть о том, что это не психиатрия, а боевая рубка подводной лодки, знает только в Министерстве обороны. Во всем остальном мире это на армию не похоже. Но в Министерстве обороны об этом не знают. Они же, в принципе, конечно, смотрели Голливуд, они знают, как выглядят американские подводные лодки. У них там обязательно какой-нибудь командир, какой-нибудь там Гаррисон Форд, у него такой стремительный взгляд куда-то за горизонт. И они там все обязательно в форме и при погонах. А то, что в российской армии ходят в робах, и эти робы по образцу Петра I пошиты 1701 года, и они очень похожи на то ли смирительную рубашку, то ли на комплект для сна, и выглядят максимально карикатурно. Они этого не понимают. Они думают, что это такие страшные кадры, что сейчас весь мир ужаснется. А весь мир, даже те, кто составил себе какой-то минимальный труд обратить на это внимание, озадачились. Это что у русских такое? Это армия? Это вот с этими-то мы, оказывается, воюем? А вот эти вот перекормленные кабаны на анаболиках, они кто такие? А они вообще где находятся? Тем более, что реальный пуск ядерных ракет, он выглядит не так. То есть это постановка. Причем там еще камера задрожала, потому что подводная лодка, видимо, просела на какую-то глубину, то есть как автомобиль на подвеску. А в случае выстрела, если там какой-то миномет у него лупит с платформы. И вот здесь подводная лодка точно так же дрогнула, потому что там шахта пошла. Как это серьезно! Посмотрите, как это выглядит убедительно. Ребят, вы не умеете играть. Театр очень плохого актера. И это, видимо, должно как-то производить впечатление. А это только забавляет. Хочется позвать детей и сказать: гляньте, оказывается, даже когда вы вырастете, если вы, например, в России, то у вас есть возможность остаться играть в песочнице во взрослом состоянии. Как это у русских принято? Потому что у нас дяди вот такого возраста и таких кондиций обычно чем-то полезным занимаются, а эти, кажется, во что-то играют. Причем они еще взяли индивидуальные дыхательные аппараты на пузо вот в этих красных коробочках. То есть вообще невозможно понять. Вот эти в голубых пижамках с белым исподним, с красными коробочками, это раздача конфет или что? То есть когда нужно напугать весь мир, Путин уже не пугается. Невозможно напугать Путина. Путин там вызывает отвращение, он вызывает смех, но он точно не вызывает испуг. Вот эти мужики, они тоже не вызывают испуг. А это, между прочим, русская пропаганда. Это Министерство обороны. Оно показывает, какие мы, если что, в ядерную пыль весь земной шар. И какой бы вопрос ни звучал под подобными очень карикатурными, явно на уровне журнала «Фитиль» и на журнала «Фитиль» кадрами, они настолько сбивают с пафоса войны, что хочется как-то
Ребят, а может быть, вы хотя бы переоденете во что-нибудь? Может, вы как-то что-то серьезное сделаете? Причем ведь мало кто знает, как выглядит боевая рубка, и о том, что, например, подводная лодка, она внутри всегда желтого цвета, цвет слоновой кости. Поэтому ощущение, что это, скорее всего, больница, явно психиатрическое отделение, оно перекрывает абсолютно все, что должно было бы быть вызвано пафосом этой картины. Ты хочешь развести руками и сказать «не верю». Сергей, психиатрическая больница не только откуда и совершали эти якобы пуски, и откуда могли отдавать приказ на те самые пуски. Но, Сергей, давайте еще о других вещах поговорим. Вашингтон-Пост вышел на этой неделе и смотрел о том, что Россия может финансировать войну против Украины еще несколько лет, несмотря на перегрев экономики и огромные расходы российского диктатора Путина, перегревает экономику, но ему все равно хватит ресурсов, чтобы финансировать войну против Украины еще несколько лет. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Тут хотелось бы услышать ваши аналитики. Действительно ли у Путина хватит ресурсов продолжать войну еще несколько лет, по вашему мнению, или все-таки ситуация может быть иная? Досыта никогда не жили и не зачем привыкать. Поэтому, во-первых, мы видим, что даже в самых условиях жесточайшего кризиса, отсутствия экономики и товарно-денежных отношений, которые сведены к минимуму, Северная Корея, она, может быть, похудела сама, но он точно не похудел ее диктатор, потому что у него все в порядке. У Путина точно так же все в порядке. Страна, может быть, уже спотыкалась на все четыре, может быть, уже есть голодные обмороки, и уже вот-вот начнутся голодные смерти. На Путине это никак не сказывается. Тем более Россия, которая раньше так или иначе была в валютную систему планеты Земля интегрирована, но были так или иначе займы, кредиты, деньги, инвестиции, которые приходили извне. Из внешнего мира в эту бочку стучали и говорили: тук-тук, Сорос приходит, Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития. Денег не хотите взять? Сейчас ничего этого нет. То есть получается, что Россия, на самом деле, она там занять где-то толком не может. У нее есть так или иначе товарно-денежные отношения, она торгует нефтью, она торгует алмазами. Мир охотно покупает, но свободных, легких денег не осталось. И что, как-то до России сказалось каким-то образом? Нет, конечно. То есть Россия воюет на свои. То, что в России при этом не будет, там, условно говоря, импортных айфонов, импортных автомобилей, импортных технологий, так Россия подпоясалась, она, если что, в лапти переоделась, саху взяла, и в этом состоянии она может жить веками. И из поколения в поколение люди привыкают к тому, что вот теперь такая данность. Если в любой другой стране это вызывает, во-первых, неприятие, во-вторых, какие-то активные действия, там, спрос с властей. А что это мы плохо себя чувствуем? Или там, как, например, в Южной Корее, когда президента Hyundai или генерального директора Samsung отправляют в тюрьму за то, что он плохо руководит компанией. Акционеры собираются и говорят: а что-то мы в этом году не разбогатели. Гендир, а что случилось? Так ты просто плохо управлял компанией. На самом деле мы акционеры, мы здесь главные. Уголовное дело, тюрьма, отставка. В Южной Корее. Так далеко не в каждой стране бывает, но в России так точно не бывает. Поэтому, как бы ни ухудшалось положение, в целом как-то бы оно не ухудшалось, потому что одно дело все-таки московская картинка, где стало чуть похуже, и вся остальная страна, где всегда было плохо. Что с точки зрения Сызрани изменилось? Сызрань как была вокруг, так она Сызранью и осталась. И, собственно, в Воронеже тоже ничего особенного, никаких новостей. И в Ивановке и в Ивантеевке, прежний ландшафт. Как вот закончилась Вторая мировая война, как сдали последний «Тигр» в металлолом, так с тех пор ничего не изменилось. И в этой связи Россия очень стабильна. Россия абсолютно непрошибаема. При том, что у Путина его личные деньги, они хранятся вовне, в Китае, в Макао, в золотых слитках. И если закончатся какие-то те самые деньги, которым нужно платить, например, в рамках печатного станка внутри страны, неважно, какая инфляция. Но зарплаты-то как подросли, социальные лифты заработали. Сейчас, наконец-то, провинция получила тот самый длинный рубль, которого не видала десятилетиями. За одного убитого 25 мешков небитых дают. И если вдруг закончатся вообще вот эти деньги, то есть станок перестанет удовлетворять, так у Путина вне, в Китае, запасы. Он на свои личные, а он все-таки на сегодняшний день самый богатый человек в истории планеты Земля. То есть не в истории данного отрезка, не в истории олигархата нынешнего периода, не на уровне президентов и владельцев собственных стран и персональных диктатур. Он вообще самый богатый.
То есть у него количество нулей после единички вот практически равно той самой кляузе и требованию Гуглу заплатить, да, или кому там сейчас только что был, как там Russia Today выкатила вместе с остальными непонятно кем требования им заплатить, и там была сумма, которую ни один ведущий на телеканалах не мог произнести, потому что она больше, чем Google. Ну, то есть очень много нулей, там единичка 26. Вот у Путина столько же нулей после единички, это его личные деньги. Россия в этом отношении Западу не по зубам. И Запад, который, ну, естественно, не пытается вникать в ситуацию, ну, пытается как-то вот в рамках там, с 9 утра до 6, пока рабочий день, как-то реагировать. Там, санкции какие-нибудь, Рамштайн какой-нибудь очередная декларация, еще какие-нибудь там пара запретов. Никак это на России не сказывается. Люди не привыкли жить хорошо. Оттепель в России всегда очень короткая. Вот этот стремительный период, 5 лет, когда можно было бизнес открывать, когда можно было за границу ездить, когда казалось, что ты хозяин своей судьбы, он закончился. Сейчас выросло поколение людей, но у одних, у старого, у более старшего поколения, у них уже вошло в привычку, а у молодых, у них же иной жизни не было. Это данность. Вот поколение тех людей, кому сейчас 20, те, кому сейчас 30 лет, это те, кто не помнит, что, оказывается, бывает какая-то иная власть, кроме Путина, иная политика, кроме геноцида и террора, иная среда средств массовой информации, кроме цензуры. Они просто не знают, что так бывает. И им, например, говорят, будет еще хуже. Ну хорошо. А что, сейчас что ли здорово? Сейчас терпимо, ну будет чуть менее терпимо, чуть более терпимо. И Запад, который анализирует с точки зрения своих ценностей жизнь в России, слушайте, у них же, у русских сейчас закончится горячая вода. У них сейчас не будет зубной пасты. 20% населения Российской Федерации зубных щеток собственных не имеет. То есть к разговору о том, что там стоматолог на Востоке не настолько уважаемый, потому что не все нуждаются в его услугах из-за того, что хотя бы просто элементарно не знают, кто он такой. Зуб заболел. Ну и ладно, вырвали при помощи там бензопилы соседа. То есть эта страна настолько по-другому устроена, она настолько в состоянии нищеты нормально себя чувствует, что ее никак невозможно экономически посчитать на уровне предстоящего кризиса, потому что скоро закончатся деньги, оборотные средства, иссякнут кредиты, долги возрастут, нужно будет чисто экономически что-то делать. Да ничего не надо делать. Натуральное хозяйство, самогоноварение, отказ от государственной монополии на алкоголь, и эта страна продержится в веках, при том, что у нее постоянно будут какую-то часть населения изымать в оборот. Там, на войну, на репрессии, на ГУЛАГ. Потому что Вторая мировая война и ГУЛАГ, то есть сталинизм, вот этот период сталинизма, он обрушил страну страшнее, он уничтожил страну сильнее. И, как сказал писатель Виктор Астафьев, весь русский народ Сталин на войну и потратил. И даже Тверская область, которая впритык стоит к Московской, она же не возродилась. Вся Тверская область, там сам город Тверь, который раньше был маленький Париж, все-таки Тверское княжество, оно с московским спорило в историческом плане. Она как стояла разоренная, так она и стоит. В Тверской области до сих пор сбитые самолеты валяются, их даже разграбить некому. Они валяются с 42-43 года. Там Калининский фронт, контрнаступление 41 года под Москвой. Я какое-то время тому назад ездил к месту падения стратегического бомбардировщика СБ-2. Вот он так и лежит, потому что там рядом-то никого нет. И леса, посреди лесов стоят заросшие каменные храмы. Каменный храм на Руси в лесу никогда не строили. Каменный храм строили только посреди очень богатого села. Там не то, что не угадывается это село, там даже погоста от него не осталось. Потому что Тверская область вплотную к Москве, она не возродилась. И страна не возродилась. То есть Сталин уничтожил эту страну. И что она? Она по-прежнему воюет, она по-прежнему делает танки, там по-прежнему откуда-то берутся дети, потому что руками эти люди не очень работают, а кое-чем они работают хорошо, поэтому дети у них получаются. И нобелевские лауреаты в этой стране по-прежнему есть. При том, что урон сталинизма непоправимый. Это уже другая извращенная страна. Это страна с кризисом морали. Это страна, где оскорбление быть образованным и приличным, где гопник и бандит является опорой государства. Но она вот такая, вот она страшная, убогая. И в этом состоянии как можно ухудшить ее положение еще? Чем? Тем, что денег не будет? Так их и так нет. Тем, что экономика обрушилась?
Какая экономика? Тем, что перспективы у страны нет. Так у страны всегда перспектива, у России перспектива всегда ГУЛАГ. То есть либо сегодня выпускают, завтра сажают, либо наоборот, сегодня сажают, завтра выпускают. Других-то перспектив нет. И Запад, который анализирует Россию, говорит, ну вот сейчас мы видим, что экономическая подоплека, она точно, конечно же, уже людей настигнет, они осознают и, может быть, в этой связи начнут решительно действовать. Россия? Что-то я не узнаю в этой концепции людей, которых знаю. Учебник истории говорит о том, что за последние 400 лет они, в общем, себе подобного не позволяли. Как бы не ухудшалось их положение, но, собственно, после восстания Болотникова больше уже никого не было. Емельян Пугачев, Стенька Разин и... Сколько веков тому назад это было? Собственно, да, это все и кончилось. Рассчитывают, что сейчас... Что, Стенька Разин опять возникнет? С какой стати? Стенька Разин, если он возникает, он тут же идет в ФСБ за зарплатой. Других вариантов нет. Поэтому разорить Россию войной до состояния, когда она вынуждена будет просить мир ввиду своего ухудшившегося, дошедшего до полного кризиса экономического состояния, в ближайшие несколько веков это вот точно не произойдет. Сергей, эти прогнозы мы зафиксировали, но перед тем, как перейдем к следующей с вами теме, мы тут напоминаем нашей с вами аудитории, что стать участником этого стрима просто можно прямо сейчас поставить ему лайк и написать комментарий, откуда вы нас смотрите, ваш город, ваша страна. Вот прямо сейчас напишите, мы все читаем, все видим. Но, Сергей, на фоне того, как Путин отдает приказы о запуске ядерного оружия, о том фарсе, о котором мы уже сегодня обговорили, в западной прессе все чаще появляются материалы, которые, очевидно, подыгрывают российской пропаганде. Издание «Бильд» со ссылкой на источник немецкой разведки говорит о том, что Россия планирует завершить войну в 2026 году и захватить ключевые промышленные города Украины. В издании говорится, что Россия стремится полностью захватить Донецкую, а также Харьков и Днепр и Запорожье. И тут, Сергей, вопрос к вам. Насколько это реалистичные, по вашим ощущениям, цели и для Путина, и для российской армии с тем, что мы имеем сейчас на фронте? И действительно ли на этом Путин остановится или все-таки пойдет дальше? Когда от меня требуется карточная прозорливость и гадание на кофейной гуще, 2 года тому назад у меня почему-то спрашивали, когда закончится война, я всегда говорил 27-й год. Все впадали в ступор и говорили, как так, почему не может этого быть? То есть в первый год казалось, что до 27-го война точно не дотянет. В 23-м уже казалось, что, наверное, может быть. В 24-м, а вот теперь появилась цифра. То есть некий Бильд говорит, что до 26-го война точно будет. Следующий прогноз, что война все-таки будет до 27-го. Вот ее такая горячая стадия. Потом она перейдет в тлеющий конфликт на уровне Израиля, спорных территорий, когда нет мира и нет войны. Так что пока еще Бильд только лишь приблизился к Сергею Асланяну в его прогнозировании, осталось подождать следующего аналитического обзора, когда у них появится цифра 27. Также, Сергей, на фоне вот этого материала появляется еще достаточно интересная аналитика от Института изучения войны. Они говорят о том, что война может довести экономику РФ до точки выгорания, и военные усилия Кремля все больше давят на экономику России. Это будет, в свою очередь, создавать острые вызовы для способности российского диктатора Путина поддерживать войну в перспективе, о которой мы сейчас говорили. Вы, в принципе, достаточно четко описали экономику и тот уровень экономического развития, который сейчас происходит в России. Но на фоне того, что на России точно лучше не становится, действительно ли может появиться какие-то волнения в России? Например, экономист Игорь Липсец говорит о том, что к зиме, возможно, будут протесты на фоне тех коммунальных форс-мажоров, которые будут происходить, и власть будет на них реагировать или дубинками, или деньгами. Вот все-таки об этом хочу вас спросить. Ожидаете ли вы каких-то волнений и, возможно, даже появится какой-то дворцовый переворот в Кремле и тот человек, который на это способен? Просчитать в России подобное невозможно. Как и говорил Бисмарк, на любой ваш расчет Россия ответит своей непредсказуемой глупостью. Поэтому, когда экономисты, политологи
пытаются социологи выстроить какую-то причинно-следственную связь, что в связи с неким фактором или обстоятельствами неизбежно произойдет социальный какой-то сдвиг, взрыв с некими последствиями. Вот так Россия не выглядит. Вот так не бывает. Никогда. А внезапно происходит все, что угодно. Новочеркасские события, они были достаточно внезапные в 1962 году. Или, например, Фургал с его, в общем, смещением с престола, и на Фургал было плевать, но просто так получилось, что вот почему-то в целом отдельно взятом городе, а потом и в целом регионе, это послужило, тем не менее, спусковым механизмом. И мы видим, как год тому назад там, в Женеозене, в Казахстане, в котором, ну, в общем, власть еще не уступает по своей деспотичности всем остальным социалистическим странам, и, если что, очень быстро может унять кого угодно. Там тоже вспыхнуло, причем по каким-то коммунальным причинам. И вот такие внезапности, они в России, да, бывают. Потому что рассчитывают на то, что каток экономического негодования, наконец, выдавит людей на улицы, и они начнут чего-то требовать. Нет, исключено. Подготовка, каких бы то ни было, восстания, политических действий, какое-то там создание новой партии, какого-то там подпольного партизанского отряда. Нет, бесполезно, потому что русские никогда не в состоянии договориться. Они даже на троих не могут договориться. То есть, когда трое русских по 3 бульки на брата и мануфактуркой закусить за гаражами делятся, и есть такое ощущение, что вот наконец-то они договорились, что все-таки по 3 бульки на брата, то потом кто-то из них точно получает в глаз, ну потому что выяснилось, что нет, все-таки ты меня обманул. То есть даже вот в этом очень минимальном социальном таком организованном довольно плохо пространстве, экспромт, ты меня уважаешь, как тебя зовут, пойдем выпьем, все равно разлад, все равно не договорились. Ну, по крайней мере, с большой вероятностью. И в России каких-то осмысленных действий ожидать, потому что станет хуже жить, станет страшнее жить, станет невыносимее жить. Нет, конечно, ни при каких обстоятельствах. На уровне коммунальных каких-то бед, эти коммунальные беды, они дрессируют людей, закаливают их уже на протяжении нескольких лет. В ковид начали и продолжили, вот, например, когда тонул по весне целый регион, там Орск тонул, и люди, некоторые сами своими руками взяли судьбу, выкопали дамбу и спасли свой маленький поселок, за что их потом пытаются, собственно, наказать. В России это именно так выглядит, когда те же самые обыватели у себя во дворе, не добившись от управы нового асфальта, взяли, скинулись и позвали людей, бригаду профессиональных рабочих с профессиональным оборудованием, заплатили им, и те закатали в асфальт двор. То есть дыры убрали. После чего зачинщиков задержали, асфальт сломали, потому что у вас не было бумажки, разрешающей подобный вид деятельности. Поэтому живите в дырках. Даже это тогда не вызвало возмущения. То есть организовать некий процесс во имя себя, чтобы заасфальтировать двор, чтобы жить без дырок, не в грязи, люди смогли. Они подверглись репрессиям, и эти репрессии не имели никаких последствий, потому что люди запуганные, люди разбежались, ну, кто-то даже сел. Потом, правда, выпустили, ну, ввиду очевидной несправедливости, и тем не менее государство с этой задачей справилось. Когда в 2008 году, когда еще в стране донашивали какие-то признаки демократии, когда еще люди по инерции считали себя объектом не то чтобы заботы государства, но хотя бы минимального внимания. То есть их принимали во внимание. И в 2008 году из экономических соображений, просто потому что нужно было организовать рынок сбыта для автомобилей с левым рулем, Дальнему Востоку запретили правый руль. Экономически просто подняли пошлины. И весь бизнес стал невыгодным. А за Уралом в России живет 12 миллионов человек. Официально 20. То есть в России официально живет 147 миллионов. На самом деле нет. В России живет чуть меньше 100 миллионов человек. Если посмотреть по карте от Урала вправо, к Дальнему Востоку, то там обещано 20 миллионов. Нет, там живет 12 миллионов. Из них работоспособного населения 40%. Из этих 40% 35% занимались правым рулем. Продавали, привозили, ремонтировали, перепродавали, угоняли, перебивали номера, занимались обслуживанием, покупкой запчастей. Этот регион, Зауралье, несмотря на то, что там есть оборонная промышленность, космодром, она жила вся правым рулем. Все где-то числились там, на железной дороге, где-то сторожем, и все торговали правым рулем. И тут из Москвы приходит очередная диверсионная идея: давайте мы вас избавим от возможности заработка. Любого, потому что регион на этом держался. Что произошло?
во Владивостоке собралась небольшая демонстрация. То есть из вот этих 40% трудоспособного населения от 12 миллионов, ну, конечно, мы не вправе ожидать миллион, но когда у вас у всех рубят сук, на котором вы сидите, и вы больше не прокормитесь никак, и у вас из Москвы приходит указ, заставляющий вас сдохнуть с голоду. Набирается порядка 1000-2000 человек во Владивостоке. И с гастролями приезжает подмосковный батальон «Зубр» ОМОНовский и месит всех в кровь. И на этом все. И на этом регион тихо разъезжается кто в Краснодарский край, кто на заработки в какие-то сопредельные страны. Потому что все эти 12 миллионов человек, которые не выживут без правого руля, они и не выжили без правого руля, они тихо свою долю приняли. Самых буйных забили демократизаторами, самых буйных посадили. Ожидать, что в России вдруг что-то произойдет? Нет. Но внезапно может быть. И эта внезапность, она вот тем и отличает великий русский народ и его величие, и его манию величия, что она совершенно непрогнозируемая. Это может быть все что угодно. Кто-то попал в машину, и это не понравилось, потому что тут же решили линчевать, а линчевать не дали. Или где-то кто-то кому-то что-то сказал, или какой-нибудь там межконфессиональный, межэтнический вариант, когда в кабаке, но вот эти с длинными носами, а вот те вот с короткими носами, и они что-то не поделили. Обычно они, слушай, девушку не поделили, да, но это уже не важно, потому что все схватили за табуретки, а потом за ножи, а потом понеслась. И вот здесь власть, она, конечно же, на упреждение сработать не сможет, спрогнозировать этого не сможет, но она точно на это ответит такими репрессиями, настолько мощным ответом карателей, что рассосется еще на очень долгие годы. Когда за Фургала вышел целый регион и бесновался полгода, вот тут выяснилось, что власть держится на страхе. Если страха нет, то и власти нет. А в остальных случаях всегда ОМОНовцев больше, и страх они с собой привозят. И поэтому погасят. Бить будут насмерть. Кого-то забьют демократизаторами. Ну, тем более впереди зима, и если что, один удар, ты без сознания, и все, твой труп обмороженный уже даже реанимировать не получится. Но вспышки, конечно же, возможны. Абсолютно случайные. Вот совсем спонтанные. По какой-нибудь ерунде. Но поскольку, конечно же, все понимают, жизнь-то заканчивается, жить становится невозможно, ну и взрывается это, ну, как мы помним, замечательный фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Гарри там, где мой бифштекс? И это стало поводом для драки, когда в кабаке друг друга все перебили, все наконец-то вслазь табуретками по башке из-за того, что ну что-то там было типа непрожаренный бифштекс. То есть минимальный повод с максимальными последствиями. Совершенно бытового уровня. Но всем уже хотелось подраться. Подраться в России, так или иначе, готовность есть. Власть боятся всегда, сдетонирует внезапно, и невозможно высчитать заранее, потому что причинно-следственной связи в качестве повода не существует. Друзья, вы в комментариях напишите, тем временем, по вашему мнению, возможно ли какие-то волнения или же протесты в России? Интересно ваше мнение. И также не забывайте писать свои города, откуда вы нас смотрите. Нам тоже интересна география нашей с вами аудитории. Сергей, о КНДР давайте поговорим. Тоже актуальная тема на этой неделе. Ведь Нью-Йорк Таймс говорит о том, что военные из КНДР прибыли в Курскую область. Об этом сообщает и наш президент, и наша разведка, и наши военные. Тут вопрос... Вообще, в целом, хотелось бы услышать ваши аналитики. На каких условиях Путин все-таки заставил КНДР перекинуть свои войска? 12 тысяч. Очевидно, цифра может увеличиться. И также CNN пишет о том, что США призвали Китай надавить на КНДР, чтобы она вернула войска из России. Почему, по вашему мнению, США просит Китай надавить, и какую тут роль играет Китай в этой сделке? Это, кстати, самый показательный эпизод во всей разборке, связанной с Северной Кореей на фронте под Курском. Потому что когда вдруг Америка, самая главная страна на планете Земля, видит некую ситуацию, похожую на конфликт интересов, она ни в коем случае не вмешивается сама. Поднимается телефонная трубочка. Алло, папа, там у тебя в песочнице мальчик жирненький расхулиганился. Ты его, пожалуйста, за ушко-то оттащи. Потому что апеллировать к Китаю
к великому Си Цзиньпину, который должен по какой-то причине оказаться более влиятельным, чем солнце корейской нации, Ким III лучезарный. Совершенно невозможно себе этого представить. И когда в Мьянме переворот, позвонить в Индию и сказать: Моди, слушай, а что у тебя там опять что-то зарезали в соседней стране за забором? Ты что, не глядишь туда? Ты бы туда съездил, что ли, в командировочку? Ну ты там парней-то прибери, а то прям совсем уже как-то там головы отрубленные катятся по улицам, там Нобелевский лауреат какой-то бракованный под ногами путается. Ты давай Моди, разберись. Вот так бывает разве? Так не бывает. И к этому, собственно, Россия как раз и приучает весь мир, что, оказывается, можно за кого-то попросить и за кого-то что-то как-то выкружить и выгадать. Когда, например, там Россия, она вот со своими гибридными технологиями то ли воюет, то ли не воюет. Перед этим было 8 лет ДНР, ЛНР. И все как-то привыкли к тому, что вот это невнятно и не означает то, что есть. Вот это вторжение российской армии в Донецкую область не является вторжением российской армии в Донецкую область. Это, знаете ли, не так. Это вот нужно позвонить и выяснить. Да нет, надо прийти дать в морду. Ой, нет, знаете, так не принято. Мы же бледнолицые, у нас же совершенно другой культурный код. И вот здесь Америка, она на самом деле стоит в полушаге от легитимного вмешательства. Она не то, что не собирается это делать, она еще пытается найти кого-то, кто кого-то как-то, каким-то образом уговорит. Вот этого обнаглевшего мальчиша-плохиша в песочнице может кто-то урезонить, образумить? С какой стати? И почему это Китай? Потому что кому-то кажется, что Северная Корея зависит от Китая. Северная Корея напрямую зависит от Японии. Потому что единственное, что всерьез котируется в Северной Корее, жизненно важно и поставляется напрямую, это виски из Японии, который пьет Ким III лучезарный. Потому что без этого виски он жить не может. Это его любимый сорт. Он японский. Все остальное корейский народ просто будет хуже питаться. Но ни в коем случае не папа будет меньше пить. И поэтому, когда Америка говорит: ну вы там разберитесь, это говорит о том, что она вообще не собирается ничего делать. И она придумывает самый нелепый и самый несуразный вариант решения проблемы — кого-то попросить в пользу того, чтобы где-то кто-то прекратил хулиганить. То есть хулиган бьет женщину в подворотне сапогами, мимо проходит милиционер и говорит: слушайте, а старший по дому есть? А он, может быть, хулиган-то это выйдет сейчас и как-то с ним поговорит, а то что, я что ли должен? Да ты, собственно, и должен, ты и есть милиционер, это твоя задача. Нет, ну тут должен быть кто-то другой, почему же я должен быть? И в чем вот на самом деле подоплека этого волнения, когда Северная Корея дала войска, а мир по этому поводу озадачился. Озадачился он потому, что это означает, нету больше никакого оправдания для того, чтобы не ввести войска НАТО в Украину. Если Россия ввела войска Северной Кореи в эту войну, сделав их уже доказанной частью этого ландшафта, этого сценария, на этой войне воюют северокорейские войска. А почему не воюют французские? А почему не воюют английские? А почему не воюют немецкие, австралийские и так далее? Почему не воюют? А вот потому и не воюют, что не хочется. И поэтому давайте мы не будем всерьез Северной Кореи никак вообще взаимодействовать, решать вопрос. Это же не американцы позвонили Киму и сказали: Ким, прекрати. Это китайцам. А не могли бы вы за забор глянуть, а то что-то там не то происходит. Происходит или нет, на самом деле, конечно, подтверждение тому от разведок пришло уже предостаточно, хотя северокорейских солдат пока толком еще не видели. Ну, сейчас первая партия погибнет, там кто-то попадет в плен, станет понятно, будет даже интересно поговорить с этими людьми. Но присутствие корейских войск, оно не имеет, в принципе, никакого значения, кроме как политического. По идее, оно развязывает руки Западу, а Запад не хочет развязываться, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. И для Путина выгода как раз не в том, не прямая, что ему взяли, помогли войсками. А перед этим помогли снарядами. Снаряды он купил. Собственно, и солдат этих он тоже арендовал. И он всегда, если надо, в Северной Корее готов был арендовать сначала на лесоповал, сейчас в окопы. Здесь выгода в другом. А ты мне теперь должен. После того, как я взял твоих солдат, я их накормил, я тебе позволил почувствовать силу нашего оборонного союза, ты теперь за счет меня и за счет того, что сдал в аренду своих солдат, и не только на этом напрямую заработал, еще и получил в глазах всего мира поддержку целой сверхдержавы,
и стал главным хулиганом в своем регионе. И теперь ты можешь нападать на Южную Корею, на Тайвань, на Китай, на Японию, на Малайзию, на Гонконг, на кого угодно, на кого захочешь, потому что всем понятно, что гопник гопника поддержит. И теперь, если нужно будет, например, что-то противопоставить войскам, ну, предположим, Франции, пришедшим на помощь ВСУ, или войскам Великобритании, или Бундесверу, который примет участие в этой войне. Что это можно противопоставить? Северную Корею, которая по звонку, ну, поскольку Ким, ты мне должен, нападает на кого скажут. Например, на Южную Корею. И тогда весь мир, вместо того, чтобы помогать Украине, помогает Южной Корее, потому что Северная на нее напала. Или там Северная Корея нападает, например, на Тайвань. И все помогают Тайваню. Но потому что уже точно не до Украины. И выгода именно в этом. Выгода в том, что вот теперь Ким получил в глазах всего мира поддержку. То, что это колосс на глиняных ногах, об этом знают только те, кто в теме. Все остальные не в теме, все уже испугались. Сергей, спасибо вам за этот разговор, спасибо за вашу прекрасную аналитику, за ваше мнение и позицию. Сергей Асланян, ведущий Ходорковский лайв, отвечал сегодня на наши вопросы. Кто смотрел этот эфир, поставьте ему лайк, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, ваш город, ваша страна, напишите свое мнение, согласны ли вы, например, с Сергеем или же нет. Также интересно, подпишитесь на наш YouTube-канал, и скоро мы увидимся на 24-м. До свидания.